Тут стоит Ванька Лаурель на SR. Ему мы меняем прокладку на коллекторе, но там случились нюансы. А нюансы случились в виде шпилек. Ему пришлось у токаря вытащить новые, потому что старые погнуло. Короче, с ними какая-то беда стала. Сейчас новые закрутили, а тут, короче, все кривое. Будем сейчас что-то с этим делом делать. Ставить турбину и ставить все это дело на место. Еще сегодня купил такую штуку, давно хотел ее купить. В общем, это такая тема, которая заливает антифриз и выгоняет воздух из системы. Давно хотел купить именно такую лейку, чтобы можно было нормально заливать антифриз, а не все на пол. Тут у меня крылья Сильвии, сегодня их повезу на ребилд. Есть небольшие вот такие вот следы ремонта, все это подделают. Также пороги Сальтезы тоже нужно доделать вот эти вот места. Отдам Михе. Миха специалист по пластику. Первую партию я ему уже отдал, сегодня забираю. И вот вторую партию сейчас повезу. 110 у нас почти готов. Ждем крышу и отправляем на каркас. Клиентский Лаурель, на нем меняли кулаки, поставили кисель-выворот и отправляем его клиенту. Сегодня приедет забирать. Сегодня заканчиваем со 110 уже практически. Сейчас делаю аккуратные отрезы. Все вот эти вот места отрезаю. Сняли уже трубки. Примерно расположили, вот так будет стоять бак. Возможно, чуть назад сдвинем. Здесь будет стоять кассета радиатора. Крышу уже заказали, она уже готова. Надо будет на днях ее привезти и просто поставить. Затем машина уезжает на каркас. После каркаса она возвращается к нам, и мы начинаем собирать чистовую сборку. Многих запчастей еще нету, но они в процессе. Сейчас выпиливаем стандартные крепления сидений. Столкнулись с такой темой, что стандартное крепление сидений сделано из такого металла. Он очень схож на металл, который используют для распорок лонжеронов. То есть он играет, и у него есть своя память. В общем, сейчас его отсверливаем. А так как пол у нас это практически фольга, то здесь есть нюансы при откреплении его. Еще у нас в планах сделать широкий туннель сразу под коробку. Мы, скорее всего, вот здесь где-то отрежем и сделаем широкий туннель, чтобы можно было быстро снимать коробку. Еще надо отпилить будет две пассажирские. Тут не будет ковша. Каркас будет супер легким, максимально который можно. Еще все 4 двери нам надо будет вырезать, потому что пластиковых дверей в продаже пока что нету, но скоро ожидаются. Но пока их нету, мы будем кататься на тех дверях, что у нас есть. Дальше сейчас подровняю вот эти места все. Вот это все уберу. И будет красиво. После первых краш-тестов мы отпилим просто лонжероны и сделаем закладные. А пока оставим свою жопу в родном исполнении. Ну, здесь вырежем под расширение, конечно же. Блять! Мих, нюанс! Все, уже сверло опять начинает. Как и ты. Че нюанс? На пол провалился? Короче, перекатываем тачку из бокса в бокс. Че, дергать ручник? Да он же сам. Дернул ручник. Ты, блядь, дуралеев, нахуй. Блядь. Пущая дверь, блядь. Вот так мне нравится машины перекатывать. Нифига не весит. Сидишь, точнее стоишь. Так, ну 110 уже вернулся на исходную. Вчера все это дело подотпилили, показывал. Сегодня надо будет подзаводиться, довыпиливать двери. Вчера не снимал процесс. Вот так получилась дверь выпиленная. По контуру пошли. Здесь чуть-чуть пройдем. У нас теперь замок есть, только снаружи открывается дверь, снутри нет. Здесь будет зашито стекло пластиковое. Стекло купим позже. Есть вопрос, оставлять ли вот такую вот форточку или сделать сразу цельное. Саня говорит, надо цельное, да? И ветровики снять. Ветровики надо оставить для стиля, а вот эту штучку тоже. В общем, будем думать, пока не знаю. Еще сам с собой не согласился. Что-то будем точно делать. Спереди стекло у нас тоже будет просто пластик, все вырезано, и будет такая форточка, которая будет открываться. Решили не ставить моторчик, будем бороться за вес максимально. Также сегодня будем решать по поводу вот этих вот стаканов, скорее всего мы их отпилим для снижения веса. Здесь у меня получается куча JZ-ов, привез все свои моторы, сейчас их буду разбирать. Что-то пойдет на выброс, что-то останется. Половину надо отмыть, половину выкинуть. Вчера уже заварили отверстие в полу.
Такие, которые остались после выпиливания салазок. Как я уже говорил, когда снимали вот эти вот полозья салазок штатные, разбили весь пол. Не знали, первый раз делали, в следующий раз таких ошибок не допустим. Также выпилили двери, абсолютно полностью все, что можно было. Оставили только замок, поставим стекло пластиковое и обшивку двери. И все. Дверь, в принципе, не так уж и много теперь весит, но хотелось бы пластик. Здесь жесткость тоже сняли. Сейчас в планах отрезать еще морду, чтобы сразу это все дело облегчить. И сварить трубу. Башбар будет и крепление верхней планки. Пока по 110-ку так. Сегодня у нас в гостях Ванек. Своего рода Макгрегор. Короче, он сегодня свапает СР на СР. Чтобы вы понимали, это 33-й лавр с СРом. И будет здесь опять СР. В общем, он решил этот продать, поставить какой-то бустапный. Все его не отпускает, это СР школа. Говорит, СР топ. Да не, РБ. Короче, сегодня Ванек будет здесь все делать. А еще на 110-ик пришла пластиковая крыша. Вот такая вот. Это крыша от Скрипникова Егора. В принципе, весит она не слишком много, но и не слишком мало. Я думал, будет весить намного меньше. Она сделана из стекловолокна, и поверх здесь какая-то еще ткань. Не знаю для чего. Наверное, для утяжеления. А может быть и для жесткости. Работа кипит, все идет полным ходом. Постараюсь снимать, рассказывать о процессах в боксе, потому что сейчас других процессов никаких не происходит. Кстати, сейчас поеду забирать свою коробку с ремонта. Все сделали, все починили. Оказалось, там развалился подшипник и шайба первой передачи. Остальное все осталось живое. Ну, не прошло и получаса, как пацаны достали мотор. Здесь уже стоит. Ванек уже привез новый СР. Этот СР типа помощнее, на коллекторе, на турбине, все как надо. Саня здесь мучается с этим вот пареньком, откручивает все подряд. Сейчас будем переделать вот эти все сопли. Вот эти все сопли. Поставил я наконец-таки на чайзер стопы. Теперь у меня все новенькие будут. Киззеволы делать нельзя. Тут, правда, немножко по зазорам не стреляет. Ну, в целом картина неплохая. Единственное, выглядит это как-то непонятно. До этого стояли разбитые тонированные, они прям в тему были. А сейчас как-то даже не знаю. Не походит, наверное. Сейчас подсниму. Вот так это все дело выглядит с 3 метров. Ну, в принципе, что, неплохо. Чайзер и чайзер. Еще я собрался подрифтить и купил резину. Назад 245. Вот такую вот. И пара резины мне еще досталась от Пахи. Пахи, спасибо. В общем, как-то так. Готовим к чайзера к бою. По передку ничего делать не надо, развал есть. Единственное, что сделать нужно, это заехать и переобуть его. Масла есть, все есть, помыть, и все, мы готовы. Правда, на улице сейчас не идет снег и не идет дождь. Поэтому, не знаю, есть ли смысл пока переобуваться. Может быть, в новом году выскочим на тренировку в январских, сточим резину и уже переобуемся. Но это уже будет позже. Сегодня у нас 30 декабря, но мы по-прежнему работаем. И 1 будем, и 31 работать. Надо доделать 110-ик. И еще у нас стоит Продос Дёкин. У него стартер сломался. Ну у нас еще же Паха, специальный гость. Приехал к нам Паха, а у него тут вообще капец, короче. Из 2 старых он собирает, который еще чуть походит, а потом можно будет его на свалку и поставить какой-то турбовый. Но это уже его больные фантазии, потом про них узнаем. А вот старый мотор. В принципе, он ходил, я не знаю, что он на него грешил. Пах, почему ты на него грешил? Что с ним не так? Какой? Ну и что? Ну надо прокладочку было поменять. Из-под свечи? Там прям, да, из-под свечи. То есть резьбы нету, да? Да. Ну это хорошо ездил. Сейчас по 110-ку стоит процесс отпиливания чашек. Заваривание пассажирской стороны. Все это здесь проварим, сейчас зачистим. И все, 110-ик будет ждать именно каркаса. После каркаса уже будем им дальше заниматься. По мотору тоже будем заказывать запчасти, все в процессе. Есть еще над чем работать. Пока в такой стадии. Ну что, сегодня 1 января, мы в боксе. Полностью в работе. Вчера ничего не отмечали. Ну, мы особо как бы и не отмечаем. Тут лежит коленвал, его нужно промерить. Голова. Ее просто нужно отмыть, приготовить. Это будет моя голова. Чисто вот просто лежать zip. Потому что очень хорошая. Здесь еще один есть блок ТТшный. Сегодня тоже буду его разбирать. Здесь проблема такая, что сорвали все болты головы. Ну и открутить блок от башки я не могу. Сейчас буду привариваться, все это дело откручивать. Тут у меня зависла Пахина машина. Паха тут что-то неправильно собрал немножко с автоматом. И мотор стал колом. Скорее всего, не попали по шлицам бублика. Ну ничего страшного, сегодня разберутся. У Пахи тут небольшой артхаус.
Здесь у нас 90-ик. Приехал к нам чуть-чуть подварить телевизор, что мы вчера и сделали, планку телевизора. Поставить крепление капота, потому что у него на ходу открылся капот, крепление сорвало. Сейчас ждем, привезут и будем ставить. Еще разобраться немножко по сцеплению. Есть там один нюансик, покажу вам. Первый раз такое вижу, именно на колоколе GS. Ну и так по кузовне подрихтовали. Его чуть-чуть подрихтовали, там не критично. Этот 90-ик поедет в наши зимние соревнования. Он на 2GZ, на 58. Тут тоже большой артхаус, половина пахенных запчастей. С 90-ка, 110-ка, моя коробка с 90-ка, наконец-таки я ее собрал. Писал таймлапс, но что-то пошло не так, и, короче, закончилась батарейка. Наполовину там что-то собрал. Ну, в общем, коробка собрана. Осталось только залить масло, и можно ехать в путь. Но коробку я буду продавать. Продам эту коробку, куплю 110-ю вольтезу, а с альтезы 100-ю коробку переставлю в чайзер сливу. Вот. Ну, чайзер сливу, потому что будет слива, но пока чайзер. Чайзер в полной боевой готовности. 7-8 у нас будут соревнования IDC, это Ice Drift Cup. Будем проводить в прохладном, на море. И я хочу на чайзер взять шипы, покататься немножко на шипах. Посмотреть трассу, вообще как будет проходить соревнования на льду. Потому что обычно мы проводили на озере, и там нам все в доступе было. Был трактор, были люди, сейчас это море. Открытое пространство, очень холодно, не знаю, как там будет. Поэтому это для нас первый пробный, такой сказать, этап. Проведем, а там будем смотреть. В этом сезоне всего 3 этапа. Короче, на 90-ке стоит переходная плита с 58 под GZ. И есть вот такой вот нюансик, что выжимной стоит неровно. То есть палец, шток, нажимает на вилку под определенным углом. Видимо, вот эта часть либо слишком большая, либо выжимной не отсюда. Короче, непонятно что. Проблема есть, что буксует сцепа немножко на 5-й передаче в полный газ. Я думаю, это связано с тем, что вилка поджата. То есть, скорее всего, слишком длинный шток. Либо здесь что-то не так. Сейчас будем снимать, проверять, смотреть. Это тот же день, когда я показывал с бокса работу. Мы решили чуть-чуть дать рэпа. Поехать покататься, но перед этим надо было помыть ствола. На улице очень скользко, что-то вообще непонятно. Тачка рулится отвратительно, но мы что-нибудь попробуем. Сегодня я, Игорек и Аббас поедем. Толкаться не будем, но так чисто потестим. Я хотел завтра на Зминку поехать, но думаю, что резина сегодня не доживет. Хотя кто его знает, что будет. Сейчас помоемся и выдвигаемся. Короче, сейчас тут дать, а где Чезаро сотый черный? Черный сотый. черный? У него, говорит, резина трется быстро, дорого стоит. Поэтому он решил... У него зима. Кстати, тебе было охуенно, если у тебя на моде зима стоит. Все. Я на Будрайде. Вот здесь, да. Да, и потом туда уехал. Поехать на Поляйцу, да. А потом Игорь сказал, что центра уже не стоят. Может в конце, на Поляйке, там потом вниз в яму, вот это вот хуйта. Но мы несколько, да, дублей там будем. То есть мы не... Да, конечно, нет, Поляйку можно вообще несколько раз. Да. Я просто с чуваком общался. Ну все, мы зарядили, сейчас поедем. Игорек, зацени стопы. Быстренько и поедем. Красиво, да? Блять, ну это, знаешь, единственная целая часть этого автомобиля. Да. Посмотри, вот здесь, иди сюда. Ну-ка. Смотри. Запомнил. Новил, запомнил, да? Запомнил. Все, запиши. Че, по драгу выступаем? Давай по драгу, пацаны! Вот он штрафы получает.
Поздравляю с победой Спасибо. в этом сезоне. У меня второе место. Дмитрий, как вам вообще? Как вам пресс? Это топ, ребят. Никто такого не делал никогда. Брат, ты, получается, первое место сегодня занял. Это ты занял! Поздравляю. Кубок у тебя не Короче, закончили мы катку, все прошло успешно, и на улице пошел снег. Как можно видеть, снег сыпет, но не сильно. Это значит, что мы могли подождать снега и покататься по снегу. Чайзер улица, ну такое, типа, ездить можно. Резину подстер, уже такая стала лысая. Но я думаю, на ней еще можно покататься тренировочку, потому что у меня вроде как еще пара есть. Такая, процентов 10, наверное, осталось. Эта серия не подходит к концу, мы врываемся в завтрашний день. Завтра, скорее всего, будет подготовки к зминке, а послезавтра уже поедем на зминку. Покатаемся на чайзере, ну и расскажу вам что-нибудь, может, еще интересного. Все, до встречи. Решили строить уборку на первом посту. Взяли 2 тазика воды. Короче, моем сначала на черновую, потом уже на чистовую. Такие вот пятна остаются. Скорее всего, их будем выводить, чем-то пытаться. Ну так, вроде отмывается, но есть вопросы. По покрытию будем, скорее всего, в следующем сезоне, либо летом заливать каким-то специальным материалом, который можно будет легко мыть. Все, помыли мы полы в боксе, загнали там вот такой вот автомобильный ремонт. Здесь протерло радиатор фарой. Ну, короче, радиатор ни за что не закреплен, и вот здесь вот такая вот тема, он протерся, потому что вот это все ходит, это надо как-то зафиксировать, сделать крепление радиатора, поменять радиатор. С этой стороны тоже, естественно, ничего не закреплено, тоже надо сделать. Ну и, в принципе, больше задач по этой машине нету, хотя на машине много что нужно исправлять. Тут весь обоссан ГРМ, есть вопросики по маслокулеру, как он здесь установлен. Можно потерять мотор, потому что шланг АН, так вот облонжерон здесь может перетереться, давление упадет и застучит. В принципе, мотор не такой дорогой, но зачем это делать, если можно предотвратить? Он будет у нас участвовать в зимних соревнованиях. Посмотрим, как он себя в этом году покажет. В прошлом году, кстати, неплохо дебютировал. В боксе что-то частично отмылось, что-то нет. Вот такие вот пятна есть. Не знаю, что с ними делать. Это проливали бензин и еще что-нибудь. Короче, вот так. Больше не отмывается. Завтра поедем на зминку на тренировку, сточим резину всю летнюю, которая у меня осталась, и переобуемся уже на зиму. Собираемся на тренировку. Тут у нас автомобиль вчерашний уже готов, но мы на нем не поедем. Сейчас покажу, что мы с ним сделали. В общем, по машине произведена работа по замене радиатора, и такие вот крепления установили. Здесь чуть-чуть доработали, радиатор стоит крепко, проварили здесь телевизор и сделали внизу усиление, потому что вот эта вся часть гуляла. Также здесь все гуляло, мы тут чуть подварили. В принципе, сейчас здесь все окей, все в допусках, все хорошо. Изначально просто конструкция такая, что радиатор стоит под углом. Ну и в дальнейшем здесь надо полностью обслужить ГРМ, потому что здесь все сыт настолько сильно, что машина, поработав 2 минуты, под собой образовывает лужу. До этапа IDC не так много времени. Сегодня нам привезли 34-й Лаурель, у него сгорело сцепление. Придется сделать это все дело. Организовывать соревнования и чинить тачки в эти соревнования, это, конечно, вообще жесть. Просто график нереальный. Сейчас еще тем более январь. Все автосервисы отдыхают. Ну, кроме нас, получается. И все магазины авторазборки закрыты. Но я думаю, мы справимся с этим моментом. Проверяем, как запускается чайзер зимой. Сейчас накачает насосик. О, вот так должна вешка заводиться. Да, Саня? Все, Вешка так должна заводиться. Все, давай, там увидимся. Колеса переобуй. 2001 года? 2001. Да, сейчас прокатимся. Сань, ну прокатись пока по низу. Ну так, чисто проедь, чуть-чуть остынь по треку. Так, а мы к Ваньку сейчас поедем. Для прессы подсниму разок так. Ванек, как на 2001. О! Вот она вторая. Да аккуратно, куда ты собрался опять? О! О, едет. Уже получше, да-да-да. Это он. Он легче стал срываться на газ. Он вообще едет. То есть до этого ты как бы нажимала, она тухла и по прямой ехала. А тут я просто нажал, он да, едет. сразу едет. Ой, что он делает? Ой! Я успел вовремя, да, снять? Куда он собрался вообще, я не пойму. Ты куда собрался? Я дал обстать, ты видел? Охуеть! Хорошо, что ты тормоз отпустил. Покажи руки.
Не трясутся? Не в говне? Не, ебать, ты видел? Я поехал, все. Да аккуратно, там, блядь, андерстирит. Сань, там андерстирит. А я... Вот да, ну катается. Ты мне рэпу не дал? Ты да. Ты мне рэпу не дал, скажи. Да. Короче, вот, одни колеса мы закончили. Подкидываем нового. Я блогер сегодня, пацаны. Давай еще. Запчасти в наличии, Ванек, нет? Там главное, чтобы коробка нахуй. Пытаемся заебись, поехали дальше, еб. Короче, мы катаемся, нормально все. Стружит тачка. Только по тихой трои чуть-чуть. Это еще на стриту было понятно. Для прессы, на Японию пойдет. Это на Японию, Вань. От бензина. Пять. Здесь сколько? Это были, наверное, нет? Нет. Раз, два, три, 4, 5. Это кто? Это минский, Ванек, или что? Не, подожди. Может, они вареные были? Не-не-не. Так это АВС. Это ж Джапан. Это Джапан, ну видишь, где-то я упоролся. Будто было. Может, приснилось? Может, как будто было? Было, да, а я просто не обратил внимания. Ну, вот так бывает. Катал сегодня сессию, все хорошо. Единственное, что чайзер троит, я не знаю почему, какая-то фигня. Надо разбираться, скорее всего, либо катушки, либо свечи, потому что я мыл под капотку, мог залить. До этого просто такого не было. Держак такой, полу есть, полу нет. Единственный плюс, тачка не греется и резина очень медленно трется, вообще прям по кайфу можно кататься. Ванек тоже сегодня покатался. Ты накатался, ты рад? Да, я очень рад, я даже быстрее устал, чем думал. Да? Да. Самый главный ярый фанат хотел покататься. А, кстати, будут еще лет такие? Не знаю, можно сделать. Я просто сам хотел вообще один. Я думал, я один покатаюсь, но Когда народу тепло потянулось будет. нормально. Да, надо выбрать Сегодня день деньги. хороший, Да, солнечный. да. Ну, можно сказать, что это конец серии, потому что я думаю, материала более чем. Все, до встречи в новой серии.